Андрей Корнеев, владелец крупнейшей строительной компании, привык принимать решения холодно и рационально. Он знал рынок, чувствовал людей, мгновенно просчитывал риски и всегда выходил победителем. Но когда дело касалось его личной жизни, логика часто отступала на второй план. Особенно когда речь заходила о Вике, его невесте, женщине, в которую он когда-то влюбился настолько сильно, что был готов ради нее свернуть горы. Вика появилась в его жизни 2 года назад, когда он оказался на благотворительном вечере. Она была блестящей, яркой, словно сошла со страниц модного журнала. Андрей тогда подумал, вот она, та, с кем я смогу построить ту семью, о которой мечтал с детства. И долгое время казалось, что он действительно не ошибся. Но за месяц до свадьбы в поведении Вики начали появляться мелкие тревожные детали. Сначала Андрей списывал все на стресс, кто не нервничает перед таким событием. Но что-то внутри настойчиво шептало, что дело не только в этом. Она начала спрашивать о его активах слишком подробно, на кого оформлены компании, какие доли принадлежат ему лично, какой брачный контракт он планирует предлагать. При этом она избегала разговора о детях и совместном будущем, лишь о дорогом торжестве, путешествиях класса люкс, знакомстве с нужными людьми. Каплей, заставивший его задуматься всерьез, стал случайный разговор, подслушанный поздно вечером. Вика говорила по телефону, ее голос был колючим, совсем не тем, каким она говорила с ним. «Ты не понимаешь», — шипела она кому-то, — «я и так с ним нянчусь. Осталось дотянуть до свадьбы, а там все будет моим». Он доверчивый. Андрей застыл в дверях. Каждое слово будто резало по сердцу. Он пытался оправдать услышанное, может, это шутка. Может, она говорит не обо мне. Но внутренняя тревога только усиливалась. Он вспомнил, как она всего неделю назад подняла нос кверху, увидев старика, который попросил у нее помощи у торгового центра. Тогда он не придал этому значения. Теперь понял, что не хотел видеть очевидное. Той же ночью он позвонил своему другу Максиму, владельцу рекламного агентства. «Макс, мне нужна помощь. И, гример, лучший. Ты решил в кино сниматься», — усмехнулся Максим. «Я решил проверить человека, которого собираюсь женить на себе», — тихо ответил Андрей. Через сутки в его доме появился специалист по реалистичному гриму, тот, кто мог превратить актера в кого угодно. И спустя 2 часа отражение в зеркале перестало напоминать миллионера Корнеева. На него смотрел уставший, помятый мужчина с грязной одеждой, впалыми щеками, растрепанными волосами. Мелкие детали, грязь под ногтями, искусственные ссадины, старые стоптанные ботинки делали образ пугающе настоящим. «Она точно тебя не узнает», — уверил гример, — «даже я бы не узнал, если бы не видел трансформацию своими глазами». Андрей глубоко вдохнул. Ему было страшно так, как не было никогда, ни в бизнесе, ни в жизни. «Если она меня предаст, лучше узнать сейчас, чем потом», — сказал он и вышел навстречу судьбе. Утро выдалось холодным и ветреным, идеальная погода для того, чтобы раствориться среди прохожих. Андрей вышел из машины за 2 квартала от бутика, где часто бывала Вика, проверил в телефоне ее геолокацию, которую она сама неосмотрительно оставила включенной, и глубоко вдохнул. Грим был настолько убедительным, что даже водитель, работавший у него 5 лет, не узнал его, когда Андрей проходил мимо. Он шел по улице медленно, нарочно шаркая ногами. Люди стороной обходили его, кто-то морщился, кто-то переступал быстрее. Андрей впервые ощутил на себе то, что чувствуют те, кого он раньше почти не замечал, людей, оказавшихся на обочине жизни. Странное, щемящее чувство, ты как будто становишься невидимым. Не человеком, просто проблемой на тротуаре. Он увидел Вику за стеклянной витриной. Она примеряла пудрово-розовое платье, смеялась с консультанткой, крутилась перед зеркалом. Она казалась идеальной, ухоженной, уверенной, блистающей. Именно такой он когда-то в нее и влюбился. Но сейчас он смотрел на нее глазами незнакомца и видел холод, который раньше не замечал. Когда она вышла из бутика, обвешанная пакетами, Андрей собрал всю свою смелость и шагнул вперед. Девушка», голос предательски дрогнул, но в образе это только помогло, помогите, хоть немного, на воду. Вика сначала даже не повернула голову.
Она сделала вид, что разговаривает со своей подругой, словно его голоса не существовало. Тогда он повторил громче: «Пожалуйста». Она бросила быстрый, как удар ножом, взгляд. И в этом взгляде было все: отвращение, раздражение, презрение. «Господи», — пробормотала она, — «опять эти бродяги. Почему их никто не разгоняет?» Андрей почти физически почувствовал, как внутри что-то разрывается. Но он понимал, нужно идти до конца. Он сделал шаг ближе: «Простите, мне плохо». Реакция последовала мгновенно. Вика резко отшатнулась, словно он был чем-то заразным. «Ты что творишь?» — фыркнула она, — «не подходи. У меня платье дорогое, ты мне его испортишь». Подруга прыснула со смеху: «Фу, Вика, уйдем, он еще вдруг дотронется». Но Андрей не сдавался, ему важно было услышать каждое слово. «Люди должны помогать друг другу», — тихо сказал он. Вика скривила губы: «Нищим помогать. Это они сами виноваты. Нормальные люди работают, а не побираются». Подруга одобрительно кивнула: «Да-да, Вика, ты права, они только и делают, что мешают». В этот момент Андрей понял, женщину, которую он собирался сделать своей женой, он не знает вовсе. Он попытался в последний раз: «У меня нет дома, никто не подает». «И не подаст», — отрезала Вика, — «ищи работу. Кто хочет, тот находит. А нытье оставь другим». И, хлопнув дверцей машины, они с подругой уехали, все еще смеясь. Андрей остался стоять один, под хмурым небом, среди равнодушных прохожих. В груди пустота, в голове только один вопрос: как я мог так ошибиться в человеке? После унизительной встречи с Викой Андрей медленно пошел вдоль узкой аллеи, чувствуя, как холодный ветер пронизывает насквозь. Он едва замечал прохожих, его мысли кружились в вихре разочарования, боли и гнева. Она могла так просто пройти мимо, снова и снова повторял он про себя. Мир, казалось, стал серым и пустым, а доверие к людям рухнуло, как карточный домик. Он остановился возле урны, чтобы присесть, и в этот момент заметил девушку в рабочей форме кафе, которая несла поднос с кофе и булочками для доставки. Ее взгляд случайно пересекся с его, внимательный, мягкий, полный заботы. Без лишних вопросов она подошла ближе. «Вам плохо?» — спросила она тихо, но уверенно. Андрей поднял глаза. Лицо девушки, ее чистая улыбка и простая человечность мгновенно пробудили что-то давно забытое в нем. Он ощутил облегчение, словно впервые за долгое время его кто-то действительно увидел. «Да», — тихо ответил он, — «мне нужна вода. И что-нибудь поесть». Она, не колеблясь, протянула ему бутылку с водой и маленький пакет с булочкой. «Возьмите, бесплатно, не переживайте». Ее голос был таким теплым, что Андрей невольно улыбнулся сквозь усталость. Он попытался отказаться, чувствуя себя странно, миллионер, который просит помощь у незнакомки на улице. «Нет, я не могу», — начал он. «А зачем тогда мучить себя?» — мягко сказала она, — «вы устали». Иногда всем нужен простой человеческий жест. Она присела рядом, удобно устроившись на низкой скамейке. Андрей посмотрел на нее и удивился, как легко можно довериться человеку, который не знает ни твоего имени, ни состояния счета в банке. Он почувствовал, как тяжесть и разочарование медленно начинают уходить. «У вас сложный день?» – осторожно поинтересовалась она. Он кивнул, пытаясь подобрать слова, но понял, что рассказать все значит сорвать эксперимент. Он сдержался. «Просто неудачный день», — ответил он, стараясь звучать как бедняк, которому действительно нужна помощь. Она улыбнулась, кивнув. «Если понадобится, неподалеку есть столовая для тех, кто не может позволить себе обед. Могу проводить вас, если хотите». Этот простой жест доброты поразил Андрея сильнее, чем любые деньги и роскошь. Он понял, что истинная ценность человека не в его счетах или статусе, а в сердце, способном помочь чужому страданию. И впервые он испытал чувство благодарности к незнакомке, которое не мог бы испытать к Вике или любой другой женщине из его окружения. В этот момент он осознал одну важную вещь: человек, с которым ты должен строить жизнь, проявляется именно тогда, когда никто не смотрит, когда материальная выгода не имеет значения, а остается только чистая, искренняя доброта.
Андрей прощался с ней, обещая себе, что это мгновение он запомнит навсегда. Он понял, что настоящая любовь, та, которая основана на человечности, а не на богатстве. На следующий день Андрей снова оказался среди блистательной публики, на помолвке, где Вика уже сияла, как будто вчерашний инцидент был лишь кошмарным сном. Блеск люстр, дорогие наряды гостей, мерцание кристальных бокалов – все это казалось для него пустым, лишенным смысла. Он чувствовал себя чужим в этом мире роскоши, где внешность и статус ценились выше искренности и человечности. Но Андрей знал правду, и сегодня он намеревался показать ее всем. Вика подбежала к нему, облаченная в дорогое вечернее платье, улыбаясь и тихо шепча: «Ты выглядишь потрясающе». Я так волновалась, совершенно не понимая, что для него вчерашний день стал испытанием. Андрей холодно улыбнулся, кивнув в знак приветствия, и заметил, как ее глаза слегка сузились. Возможно, она почувствовала, что что-то не так. «Вчера у тебя был интересный день», — начал он медленно, сдержанно. «Ты кого-то обидела». «Что?» — Вика напряглась. «Я была в бутике, готовилась к вечернему приему». «Да, там был один человек, которому ты могла помочь», — спокойно произнес Андрей. Она нахмурилась, не понимая, о чем речь. Его взгляд оставался холодным, а в голосе звучала уверенность, которую невозможно было игнорировать. Андрей махнул охраннику, и тот принес планшет. На экране была видеозапись с камер наблюдения. Вика, проходящая мимо бедного мужчины на улице, даже не обратившая внимания на его просьбу. Вика побледнела, ее дыхание участилось. Она открыла рот, но не смогла произнести ни слова. «Это был я», — спокойно сказал Андрей. «Я хотел увидеть, как моя будущая жена реагирует, когда никто не смотрит, когда нет выгоды и статуса». Гости замерли, а в зале повисла тишина. Шепоты раздавались со всех сторон. Что это значит? Миллионер проверяет невесту. Вика начала оправдываться. Я не знала, что это ты. Я бы помогла, если бы знала. Если бы это был я», — перебил ее Андрей, глядя прямо в глаза, «но это был незнакомец, бедный человек. И твоя реакция показала твою истинную сущность. Ты не способна проявить заботу к тому, кто не принесет выгоды». Вика открыла рот снова, но слова застряли в горле. Ее уверенность исчезла, словно ее личность растаяла. Андрей сделал шаг назад и произнес: «Я отменяю свадьбу». Сразу в зале повис шок. Вика побежала за ним, умоляя, крича о том, что это недоразумение, что она изменилась, что все объяснит. Но Андрей не оглянулся. Он понял, что долгие месяцы иллюзий закончились. В этот момент Андрей понял одну важную истину: статус, деньги и роскошь не способны заменить искренность, человечность и доброту. И то, что он видел вчера на улице, это был настоящий тест, который показал всю пустоту отношений с Викой. С этого момента его взгляд на мир и людей изменился. Он осознал, что настоящая любовь никогда не приходит через деньги и статус. И что те, кто действительно ценен в жизни, проявляются именно в мелочах, когда никто не наблюдает. После того, как Андрей окончательно разорвал отношения с Викой и отменил помолвку, он почувствовал странное облегчение, хотя сердце все еще было тяжелым. Он понял, что деньги, статус и блеск светской жизни – ничто без настоящей человечности рядом. Еще вчера он испытал на себе, как холодно может быть отношение человека, ориентированного только на выгоду, и теперь ему было важно найти то, что было настоящим, искренним и неподдельным. Прошло несколько дней. Андрей снова оказался на улице, где встретил Лену, ту самую официантку из кафе, которая проявила к нему доброту и заботу, когда он был в образе бродяги. Он не мог выбросить из головы ее улыбку, ее внимание, ее искреннюю заботу. Все это заставило его понять, что настоящая ценность человека не богатство, не статус, а способность проявлять доброту к другим. Он зашел в кафе тихо, стараясь не привлекать внимания. Лена была занята с клиентами, но когда ее взгляд случайно встретился с его, она замерла на мгновение. Ее глаза вспыхнули знакомым вниманием, узнавание, удивление и легкая робость смешались в одном выражении. «Это вы», — сказала она тихо, когда смогла подойти к нему, тот мужчина на улице. Андрей кивнул, улыбаясь мягкой, спокойной улыбкой.
«Да, это был я», — сказал он, стараясь звучать непринужденно, «я хотел поблагодарить вас за вчера. За ваш жест, вашу доброту». Леона слегка покраснела, опустив глаза. «Я просто сделала то, что должна была. Я не ожидала ничего взамен», — сказала она, улыбаясь скромно. «Но вы сделали больше, чем кто-либо из моих знакомых», — мягко сказал Андрей, «вы увидели человека, который был никем для остальных, и помогли ему. Вы показали то, что я ищу в людях и в отношениях». Она подняла глаза и улыбнулась, впервые искренне, без робости. Андрей почувствовал, что это именно то чувство, которого он ждал всю жизнь, доверие, тепло, искренность. «Я хотел бы узнать вас ближе», — сказал он тихо, «если вы не против». Леона посмотрела на него и медленно кивнула. «Я не против», — ответила она, улыбаясь так, что его сердце впервые за долгое время успокоилось. Они начали встречаться тихо, без роскошных светских вечеринок, без громких слов и показной роскоши. Андрей наслаждался каждым моментом рядом с Леной, удивляясь, как простая человеческая доброта способна изменить всю жизнь. Он понял, что настоящая любовь приходит тихо, когда никто не ожидает ее, и строится не на деньгах или статусе, а на истинной заботе, внимании и взаимном уважении. И каждый раз, проходя мимо того кафе, он вспоминал тот день, когда она протянула ему простую бутылку воды и булочку. Этот маленький жест стал началом его новой жизни, его настоящей любви, которую невозможно было купить ни за какие деньги мира. Андрей понял главное: богатство может дать многое, но оно никогда не заменит искреннего сердца рядом с тобой. И это было началом истории, где настоящая любовь оказалась проще, человечнее и важнее всего, что он когда-либо имел.